покупкой 3D принтера я думала сделать автоматические шторы по кнопке и повторить спальню, как в Икее, будет так же легко, как щелчок пальцев. Но реальность оказалась не такова. Что ж, начнем сначала. Первое, мне нужно было, чтобы комната была разборная, модульная, при этом прочно собранная. На помощь пришли уголки. И сначала я думала, что хватит стандартных, но такой. Комната с механизмом внесла свои коррективы. Так вот, уголки стали очень разнообразные. Конструкция разборная и крепко держится. Давайте же ее соберем. Окно — это первое, что я напечатала на принтере. Мне приходилось раньше работать в программах проектирования, но в этой 3D-программе для принтера все работает вообще по-другому. И пришлось разбираться, считай, с нуля. На это ушло целых 2 дня. Зато потом рисование в программе стало одним из самых интересных для меня занятий в этом проекте, потому что модели, которые ты придумываешь в голове, которые существуют у тебя в голове, ты их рисуешь, и тут же принтер тебе печатает, и ты получаешь результат. При этом все точно, как раз как тебе нужно. Это просто магия какая-то. В этот раз окно будет без живой картинки, но все же я решила его немножко оживить светодиодами. Вернемся к механизму штор. Мне казалось это очень простым, но когда я рассказала идею мужу, он сказал, это нереально. Вызов принят. Я заказала наборчик с Алиэкспресс, детскую игрушку, и решила ее переоборудовать. Рельсы были слишком длинные, пришлось их укорачивать, пилить пилой, придумывать деталь, чтобы их соединить.
Но на этом проблемы не закончились. И следующее, в оригинале шторы довольно-таки плотные. И когда я их сшила, а потом закрепила, выяснилось, что паровозикам не хватает мощности их сложить, и они просто буксуют. То отваливались крючки, то паровозики без видимой причины сходили с рельс. И иногда я просто вот как Алан лежала и смотрела в потолок. В итоге я сшила новые шторы из натурального шелка, который был куплен, чтобы сшить мне маску для сна, но окей. И эти шторы, по крайней мере, складываются, механизму хватает сил его сложить. Но давайте дальше продолжим собирать комнату. А теперь давайте посмотрим, как этот проект выглядел со стороны кукол. Дарина гуляла с Широй по Икее и сказала: «Эта комната – то, о чем она мечтает». И пока она сидела на кухне, думая о своем, Шира задумала сделать ей сюрприз со своим братом, который был архитектором. Она придумала проект этой комнаты, ведь Шира дизайнер. Но она держала это в тайне от своей подруги, надеясь сделать ей сюрприз. Дарина думала, что Шира проектирует свою комнату, и совсем не ожидала на свой день рождения такой подарок. На стройке Шира фонтанировала идеями. Алан молча собирал все, что он мог собрать, а брат Ширы просто думал, как же это все спроектировать. Каждый день Шира приходила на стройку проверять, как идут дела. Это был первый проект молодого дизайнера. Она допустила несколько ошибок, промахов в масштабе, но общая картина вырисовывалась симпатичной. Алан просто собирал, ведь должен же был кто-то это сделать. Он оказался на все руки мастер. И с электрикой он дружит, и мебель собрать, и поклеить обои. Наконец все готово. Друзья поздравляют Дарину.
все в сборе и все рады за нее. Дарина очень впечатлена и не верит своему счастью. Для меня это был очень интересный опыт, и я хочу повторить его еще. Ведь так интересно прогуляться по настоящему интерьеру, а потом сделать его в миниатюре. И вот уже твоя кукла ходит по этому интерьеру. Это был мой первый опыт повторить какой-то интерьер, и я знаю, какие ошибки совершила. Надеюсь, в следующий раз получится еще более реалистичнее. Напишите в комментариях, понравилось ли вам это видео и какая часть была самой интересной. А я буду уже прощаться с вами. И впереди нас ждет новая комната. Как думаете, какая комната это будет? Всем пока-пока и до новых встреч!